Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике у нас новое местечко, которое открылось в Муйне. И чем оно примечательно? Во-первых, то, что оно работает с 7 утра до 10 вечера. Это здесь, надо сказать, редкое явление. А во-вторых, здесь можно попробовать, начиная от вкусного кофе, чая и вафель, заканчивая пельмешками и прочими вкусными снеками под разливное пиво. Давайте-ка все это вместе сегодня и проверим. Ну а начнем мы, конечно же, со свежевыжатых соков. Стоит один сок 25 тысяч донгов. Мы намешали с Ромкой по 2 каждый. Соответственно, один вот такой вот напиток у нас получается в 50 тысяч донгов. Я намешал себе маракую с гуавой. Я себе не изменяю во вкусе. А Рома морковку с апельсином. Почему бы и нет? Без сахара, только свежие выжатые фрукты. Да, ребят, это то, зачем ты сюда приезжаешь за экзотическими фруктами, ну, кроме морковки, наверное, именно чтобы вот это ощутить. А ну-ка я кусну кусочек гуавки. Она нейтральная, семечки маракуйи есть, кислота, аромат, все в порядке. Роман, я даже в твою морковку с апельсином лезть не буду, давай. Вот этого мне более чем достаточно. За полтинничек, да вот такой вот шейк. Ром, как у тебя микс? Да, у меня тоже все отлично. И вот советую, если не пробовали сочетание моркови с апельсином, обязательно попробуйте, вам понравится. Короче, молодцы, здорово. А самое главное, что я хочу отметить, что эта цена стритфудовская, ребята. Мы сидим в заведении, да? Мы сидим, где нам вот так вот все аккуратненько выносят, а цена стритфудовская, потому что ровно те же самые деньги вы заплатите, если будете просить такие же выжатые соки в макашницах. А это приятно, это здорово. Ну и по-быстренькому стритфудик попробуем. Ровно так же, как в макашнице. И сегодня у нас есть донат. Илья присылает 5000 и пишет на хотелки Twin. В скобках, не знаю, правильно ли написал. Написал правильно. Спасибо, Илья, огромное. И напомню, потому что сейчас у нас получается делать выпуски исключительно только благодаря вашей помощи. Это можно сделать как разовым донатом, а также подпиской на Boosty или Patreon. Напомню о том, что на Boosty разово подписавшись, а там подписочка стоит от 150 рублей, а выпускаем мы 9-10 роликов в месяц, а это означает, что за один ролик, посмотрев, вы платите примерно 15 рублей. Что это такое? Ну, на мой взгляд, это просто мазик вкусненький, который вы вместе с основным своим блюдом кушаете. А также, подписавшись на Boosty либо Patreon, вы получаете доступ к слегка, скажем так, неформатному контенту, который на YouTube я просто физически не могу выпускать, ну, меня просто заблочат. А там этот контент уже слегка накопился. Ко всему предыдущему вы точно так же получите доступ. А также хочется сказать про свой Telegram, потому что сейчас наступает во Вьетнаме уже туристический сезон потихоньку, а это означает, если собрались, обязательно пишите. Вот она моя телега, в шапке, в закрепе есть все мои контакты, смело пишитесь, поможем вам с подбором жилья, с арендой байков, с оплатой этого жилья, потому что всем понятно, сейчас напрямую не получается это платить, а также всякие сим-карты и прочие экскурсии. Уже очень много отзывов от людей, которые съездили. Пишите обязательно, всем поможем. Ну и быстренько переходим уже к баньмишке. Баньми по-вьетнамски означает хлеб, а на практике это означает хлеб со всяким наполнением. В данном случае у нас медово-грильная курочка, да еще и с грибами. Я много перепробовал здесь стритфуда, и надо отметить, что, ну да, всякой курочки, там, говядины, свинины, конечно же, здесь прилично встречается. Но чтобы еще и с грибами, а особенно с медовой курочкой, я такого не встречал. А что, опять же, меня приятно радует, это ценник. Это стоит, господа, 45 тысяч донгов. Если я один вот эту штуку заточу,
Дальше я пробовать ничего не смогу, поэтому мы сейчас с Ромой это распилим напополам, попробуем и продолжим. Местечко слегка сохраним. Приборы на столе, все у нас в порядке, вилки тоже имеются. Давайте пилить. Эх, здоровая ты штука. Ну, заодно и посмотрим, как оно внутри выглядит. Давай, распиливайся. Вот так. И вот так. Курицы нормально. Грибы в наличии. Зеленюха, помидорки, овощички имеются. Ну, осталось что? Осталось попробовать. Грибы, судя по виду, это королевские устричные. Нарезан тонкими ломтиками. Все выглядит как надо. Это не сухо. Этим обычно страдают здесь паньмишки, которые стритфудные. Но я скажу так, я и этой половинкой бы наелся. А другой вопрос, что да, это вкусно. Курочка прекрасная, слегка сладенькая. Грибы чувствуются, это важно, потому что если ты берешь все-таки что-то с грибами, грибы должны присутствовать. Также я почувствовал морковку, слегка лучок. Небольшая, может быть, ложечка не меда, но дегтя. Это соуса какого-то не хватает. Знаете, ну можно, ну не кетчупа, а типа мазика что-то добавить еще. Именно такое, знаете ли, послевкусие, чтобы оставалось. Это единственное, что я, пожалуй, добавлю. А в целом это вкусно, это классно, это не сухо и до хрена мяса. Это реально до хрена мяса. Напомню, 45 тысяч, ребята, а я ем половинку. Роман? Ну да, это офигенная банмишка. Наверное, одна из лучших, что я вообще во Вьетнаме пробовал. Ну, со стритфудной вообще не сравнить, потому что и качество, и количество мяса отличается в лучшую сторону. Хлебушек такой слегка хрустит приятно. В общем, вообще все круто и стоит... Ну, если бы я не знал, что 45, я бы подумал 75, 80. Это правда. Выглядит значительно дороже, чем есть на самом деле. А не это ли, ребята, главное, когда ты за хороший, не знаю, бургер, либо за хорошую баньмишку, сэндвич, неважно, как вы называете, вы видите, что это до хрена всего, а платите не до хрена. Это кайф. Ну, поехали дальше. Дай бог порадует нас и дальше. А теперь, господа, шаварма. И в данном случае у нас классическая с сыром. Вот она рекламка. Стоит 80 тысяч донгов, что меня порадовало. Ну, во-первых, сама по себе шавуха, конечно, здоровая. Вопросов нет. Мне подают вот такую коробочку. Я открываю и вижу, что здесь присутствуют необычные-то такие перчики. А именно соусы. В данном случае это реально крутой выбор. Я спрашиваю, это что, такая презентативная коробочка тебе типа с собой? Ну, в данном случае они еще работают над этим, как я понял. А это то, что на столе обычно присутствуют у тебя всякие соусы. Вот и они здесь тоже присутствуют. И это, ребят, вьетнамский Carolina Reaper. Раз. Это Ghost Pepper. Кто знает, тот знает. Это тоже дай боже. А это хабанера. Очень даже
неплохой выбор. Ну, яд, ладно. Яд, понятно. Ну да. Меня бы обвинили в том, что я выбрал что-то другое. Окей. Роман, хватай одну половинку и выбирай соусец. А я, соответственно, вторую половинку, ну и я-то с Каролиной, само собой. Че возьмешь? Хабанеро или Гоуст? Я сначала так попробую, а потом подумаю. Ага, сначала так. Ну, впрочем, я тоже так же сделаю. Давайте откусим. Ну, как оно выглядело внутри, вы видите. Сыра много, овощи есть, мясо в наличии. Короче говоря, вкуснем для начала. А вот это охрененно вкусно. Свежесть огурчика, много сыра и мясо пожевать, которое легко при этом прожевывается. И соус-то в наличии на то, что я жаловался до этого. А вот это реально круто. Это очень вкусно. У меня нет слов о том, что это очень и очень вкусно. И, ребят, не забывайте, мы с Ромой едим пополам, но это одна. Ладно, Роман, твое мнение пока без всего, а я накапаю. Офигенная шаурма. Это прям незаконно. Слишком вкусно, слишком много мяса и слишком дешево для такого качества. О! Вот это аромат! Вот это мощь! А у вас нет зубочистки, ребят? Ну так, чтобы... Я ж поливать-то, вы понимаете, Каролина, это, ну... самоубийство. Как в русскую рулетку играть. Ром, какой выберешь-то? Я сначала посмотрю на твою реакцию. Так у меня-то Каролина, это, извиняюсь, там, не знаю... Ну, здесь написано вьетнамской Каролина. Ну, вот, я не знаю, сколько здесь сковилу. Не, на бутылке не написано. На этом, пожалуй, пока что Каролины хватит. Но попробуем. Я не особо большой кусок кусну, чтобы именно распробовать. О, копченость. А вот оно. Хорошо, что я, ребят, на зубочисточке это дело взял. Нормально. Вот именно такое количество, именно нормально. Это для того, чтобы ты такой не охренел, но понял, о чем этот соус. Да, вот, наверное, так примерно его и надо подъедать. Только вот пальцы бы еще не измазать, потому что вот, ну вот как-то вот так. Ну вот так. Надо, знаете, дозатор какой-то делать, чтобы люди могли вот так вот себе это... ну вот. 2 спичечные головочки вот так вот ты намазал, и на этом все. О, чувствую, рожа лица краснеть слегка стала. Это вкусный соус. Здесь у меня претензий нет. То, что это очень остро, господа, это да. Мне нравится, что люди не стесняются и подают крайне острые соусы. Но нужно, конечно же, писать на свой страх и риск. Серьезно, кто-нибудь ливанет из этой бутылочки и потом будет слегка улетать на нижней тяге из этого заведения. Отдельно по вкусу самого соуса хочется сказать следующее. Это не просто острота. Это насыщенная, копченая, вкусная острота. И послевкусие, вот я сижу сейчас, подгораю, у меня реально горит во рту. Но слегка вкусненько горит. Я такой...
дракончиком дышу, и мне приятно. Роман, присоединяйся. Давай мне вот персик. Персик, а это какой? Это вот это, да? Персиковый хабанера. О, ледок подоспел. Слегка спасает, но надо сказать, что я не охренел от остроты. Ну, во-первых, сколько я съел, это вы видели. А во-вторых, она такая, знаете, не спадающая. То есть ты не сидишь такой, полыхаешь срочно-срочно. А так, минуточек 5 проходит, и ты такой, опа, вроде и ничего, вроде хорошо. Даже можно и еще добавить. Так, а Ромки не хватило. Ромка полил как кетчупом. Ну ладно, не как кетчупом. Такой, как из пипетки 2 капли, короче, вот так он сделал. Ну, впрочем, это Каролина, а там все-таки хабанера. Хабанера, вы же понимаете, насколько отличается. Ну да, соусы реально огонь. Они не просто острые, а они вкусно острые. И острота такая приятная, она прям сильная. И такая обволакивающая, приятная. Круто, мне прям очень понравилось. Что по поводу вкуса самой шавухи? А я уже говорил, шаурма офигенная. Это незаконно подавать такую большую шаурму за такие У цены. меня острота мозги отшибла слегка. Это правда. Это правда. И, ну... А что, это самое вкусное? Ну да. Да. Да, это шаварма номер 1 сейчас мой, да. Ответственно заявляю. Роман? Присоединяюсь. Вопросов не имеем. Имеем. Ехать дальше. А теперь, господа, не заканчивая тему с шавармой, у нас следующая. Она совсем необычная. Такого здесь мы еще не встречали. Это шавуха со сверчками. Роман, со сверчками. Это надо осмыслить. Ну, это прежде всего осмыслить. Давай. Хватай, осмысливай. Я в то же время... Ну, да. Ладно. Будем постараться независимыми. Куснем как положено. Стоит она, кстати, надо сказать, подороже. А именно 100 тысяч донгов. Ну, ладно. Я не буду пытаться аккуратно откусить. Я откушу по полной. Ой, сначала огурчик, что-то вкусное с капустой, а потом, да, потом сверчки. Мне сложно описать этот аромат, но когда ты выдыхаешь через нос, ты этот аромат определенно сильно ощущаешь. О, а вот это как раз отдельный сверчок. Давайте, у меня зубочистки есть, повыковырим, посмотрим. Ну да, они самые. Вы знаете, говорят, что сейчас в Европе тренд. И шоколад со сверчками-то у них есть, и прочие какие-то вещи тоже со всякими насекомыми. Но на мой консервативный взгляд, вот когда я сейчас отдельно съел сверчка, я жую солому подмасляную. И какой-то вот у нее еще специфический такой вот у этой соломы присутствует аромат. Я даже его боюсь описать, не знаю, он как будто бы слегка фруктовый, еще что-то, хрен его душу знает, как они это готовят. Зубочистка затупилась. И слава богу, не хочу я больше. Этот эксперимент... Как это? Очевидно, неудачный, да? Как там было? Эксперимент, очевидно, неудачный. На мой взгляд, ребята слегка опережают время. Вот когда действительно настанет то время, чтобы люди питались насекомыми, тогда welcome. А я бы еще лет 100 подождал. А, да, Роман. Ну, скорее всего, из-за того, что я понимал, что там куча вот этих тараканчиков. Сверчков. Выглядят они реально как тараканы. Мне было прям, настолько противно это все жевать и проглатывать.
Я себя прям переосилил. Так что да, пускай это остается в Европе. Ну, а, ребятки, теперь самое главное блюдо, а именно пельмешки наши отечественные. Вот и посмотрим, как их здесь готовят. Соус здесь на выбор, и в данном случае это их фирменный, какой-то с чесночным привкусом. А, так это шавушный. Прикольно. Почему бы нет? Давайте пельмешку. Ох, вы что? А вот это круто. Это вам, ребят, не сверчки. Это вкусная, отличная мясная пельмешка. Вот только мне бы, знаете, как сделать? Отдельную ложечку, где бы я мог вот так вот раз, вот так вот. Где ты там? Где ты там? Иди сюда. Вот так вот два. Не докопаться ко вкусу. Я докопаюсь, знаете, до чего? Бульона очень много. И мне неудобно, вот знаете, вот так вот есть. Ну, потому что бульон сам по себе с этими пельмешками, но я не уверен, что он здесь вообще для еды. Ну да, это лаврушка с травками, ну, просто такая нейтральная жидкость. То есть бульона можно значительно уменьшить, чтобы было просто есть удобнее сами пельмешки. К ним же вообще не докопаться. Это отличные, вкуснейшие, замечательные пельмешки. Роман, давай. У тебя все тоже для этого есть. Я тебе для удобства, знаешь, вот так вот делаю. Вот у тебя тарелочка, вот у тебя соусец. Вываливай пельмешки, и ты уже спокойненько, нормально попробуй. Вот так вот. Это намного лучше. Поэтому я бы малюсенькую тарелочку, значит, вот сюда подавал. И здесь небольшую тарелочку вот именно с соусом, чтобы просто было удобнее это подъедать. Ну да, это вот прям настоящие, какие нужны пельмени, именно пельмени, со вкусом пельменей, с большим количеством мяса. Даже Да. не знаю теперь, что лучше, шаурма или пельмени. И то очень круто здесь. Ну, да, Роман правильно сказал, потому что здесь шавуха не со сверчками, которая была с сыром, классическая, мяса много, здесь тоже мяса много, там с сыром, здесь хоть и без сыра, но здесь вкуснючее, замечательное тесто. Короче говоря, я не докопаюсь, это одни из лучших пельменей. Знаете, это не всякие там у нас, которые купишь, любые пельмени из заморозки. Имеется в виду, что я не знаю, сколько сейчас они стоят. Напишите, кстати, сколько стоят нормальные, хорошие пельмешки у нас. Из заморозки, полкило пачка. Здесь я не знаю сколько, я думаю, здесь порция где-то граммчиков 300, не меньше. А стоит это 80 тысяч донгов. Наемся я этим? Однозначно наемся. Наемся я этим вкусно? Однозначно вкусно наемся. Претензий нет. Ну и что, Ром, так как мы изначально сказали, что все-таки это еще и бар с разливным пивом и снеками, нужно бы и пиво со снеками. Полирнем! Разливное пиво здесь 0,5 стоит, лагер 65 тысяч, а остальные виды, здесь еще пока что только парочка видов, по 70 тысяч, что небольшая разница. Что касается снеков, это интересно. Вот эта курочка, палочки стоит 50 тысяч. Мне кажется, для бара как закуска очень даже неплохо. В то же время грибы со специями чуть подороже. 60 тысяч. Но это еще не все закуски. Нам сейчас еще принесут буйволятину. Че, Роман, давай из грибочков. Хрустящие, необычные. Это должно местным понравиться. Я от грибов ожидал немножко другого ощущения. Это, как вы видите, грибы шиитаке. Сладковато. Сухо, это нормально, это все-таки снеки. Сладковато, рассыпчато.
ни остроты, ни Ну, короче, сладенькие грибы, которые сухие. Больше у меня характеризовать их нечем, Ром. Мне показалось, что очень похоже просто на сухой хлеб, такой пресноватый. На грибы вообще что-то не похоже. Ну, это, очевидно, грибы. Ну, да, вряд ли где-то получится вот так вот изобразить грибочек. Но это, признаться, и правда необычно. Грибы меня несколько удивили. Окей. Ну, это больше привычное нашему вкусу. Сухенько. Много специй. Это не еда, это конкретно закуска. Короче говоря, это вот те самые куриные снеки, к которым мы привыкли. Это неплохо, это здорово. По поводу же пива. Я хоть и просил лагер, но по аромату, ребят, это шаг навстречу и Пашечке. И это... Да и по виду вы видите, что далеко не прозрачная штука. Ну, это крафт. Какой-то крафт. Вкусно? Да. 65 стоит? Да, однозначно. Потому что в том же фудкорте, например, вот такая же кружка блонд, пиво блонд, стоит 110 тысяч. А здесь, считай, в 2 раза дешевле. Можно взять вот такие снеки и вот такую кружку. А в фудкорте выйдет одна кружечка. Ладно, дождемся буйволятины, проверим и подведем итоги. А вот буйволятинка и подъехала. Это пока в сторону. Вот оно. Ребят, это необычная, знаете ли, корова, которую вот здесь вот взяли, зарубили, здесь вот взяли, засушили. У этого мяса отдельная история. Здесь появится текст. Как это готовится, где это производится и почему это интересно и вкусно. А я сейчас узнаю, действительно ли это интересно и вкусно. Для начала без соусов, опять же соусы несколько специальные. Ну понятно, суховато пожевать, сейчас распробую. Ого. Ты знаешь, Ром, у нас в свое время, видимо, с этими специями готовились какие-то сосиски. Еще, ну, перестроечные, назовем это, времена. Очень похоже. И они, кстати, были не самые плохие сосиски, надо отметить. Именно вот этот вкус. Не исключено, что примерно оттуда эти специи и пошли. Это вкусно. Это пожевать, это волокнисто. Много бы я этого не съел, но несколько вот таких кусочков с большим удовольствием. Я к тому, что вот такую вот тарелочку можно смело брать на компанию, а не каждому. Ну да, и размачивается напитком. Прекрасно. Роман, тоже пробуй. Напиток у тебя тоже есть. А я пока с соусом. Кстати, острота небольшая тоже присутствует. Ух, я добро зачерпнул. О, мощь. А что еще под закусь надо, кроме мощи? Соусом рома обязательно. Здесь очень большое количество специй. Помимо остроты, я чувствую лайм, обычный перец. А на этом, собственно, все и заканчивается, Ром. Я даже не знаю. Мне понравился соус, он такой лаймовый. Вообще все, что с лаймом, я люблю. Ага. С вот этими снеками тоже отлично сочетаются. И, кстати, они мне тоже напомнили какие-то копченые сосиски по аромату.
Ну, говядина мне больше всего понравилась вот из всех трех. Ну, из этих вот снеков, ну, очевидно, грибочки аутсайдеры, но нужно отметить, что местные очень любят все сладенькое, поэтому грибы сладкие для них, уверен, зайдут. Это вкусно. Куриный снек хороший. Это необычно и необычно вкусно. И так вкусно. И с соусом хорошо. Расчленить это на составляющие не берусь. Перец острый, перец черный, лайм. Не исключено, что может быть... ну там травы вот эти местные, я их просто названия не знаю. Я их встречал, да, я по вкусу слегка их узнаю, но я не знаю их названия. И вряд ли мне кто-то здесь скажет тебе конкретный его рецепт этого соуса, просто потому что секрет. Ну а учитывая стоимость в 100 тысяч, как я говорил выше, очень даже неплохой эксперимент. Вы знаете, зайти кружечку пивка за 65, вот это за 100 с соусом вместе. И ты дальше пошел по магазинчикам гулять. Очень, очень и очень. Это заведение только-только открылось, а мы тут со своим обзором тут как тут. И в данном случае я могу сказать, пока у них все отлично. Меня удивили пельмешки прежде всего, потому что, ну, вы знаете, редко встретишь в курортной-то зоне хорошую, вкусную русскую еду. А здесь прям все здорово и хорошо. Снеки отличные, разливное пиво отдельный респект, потому что это здесь крайне редко встречается. Да, в парочке фудкортов это есть. И вот теперь здесь еще есть, а больше нет, понимаете? На протяжении всего Муйне, а это порядка 25 километров дорога, 3, извиняюсь, разливных пива. Маловато, на мой взгляд, маловато. Классно, что они это здесь сделали. Ну и отдельно нужно, конечно же, сказать респект шаварме. Та самая классическая, без сверчков, а с сыром, с мясом. Но это номер один. Да, она здоровая. Да, она недорогая. А что я должен еще вам сказать, когда получается вот так? Ну, это очень круто. Это номер один сейчас. Welcome, ребята. Я удивлен. Ну, а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Вилку на... Давай вилку, смотри. Держи. Во-во-во-во. И вот нормально эту пельмеху наколол. И вот так. Давай. Твою мать, развалился. Тихо. Держись. Держись, родной. Ты мне еще понадобишься. Собирайся назад.